Всем привет, дорогие зрители, с вами Скрэппи. При контакте с противником в ближнем бою ценятся не только такие вещи, как быстрая реакция, точная наводка, контроль спрея, но и возможность увернуться от огня противника. В различных играх существуют самые разные способы задолжить атаки противника и быть подвижным. Это могут быть специальные способности какого-нибудь персонажа, также это могут быть сами механики передвижения, вроде подкатов и прыжков, которые толком не замедлят вашего персонажа, зато при этом добавят маневренности. Ну а что насчет PUBG? К сожалению или к счастью, тут нет никаких суперпрыжков или скользящих как по маслу подкатов. Кстати, напишите в комментариях, хотели бы вы видеть такие механики в нашей игре. В PUBG передвижение персонажа стрейфами не вариант, так как скорость бега без шифта очень низкая, и после смены направления стрейфа ваш персонаж ощутимо замедляется. Остаются такие механики, как наклоны и смена стойки персонажа. Среди них выделяется один очень хороший способ, который можно действительно назвать додж-обилкой, то есть способностью для уворота. В этом ролике я расскажу, как эту фишку технически правильно сделать, какие существуют скрытые нюансы, и потом покажу, в каких ситуациях это будет уместно. Начнем сразу после спонсора. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Итак, речь идет про фишку, называемую дропшотом. Это когда мы при стычке с противником на близкой дистанции внезапно падаем лежа на пол и ведем по нему огонь. На бумаге все звучит очень просто, но тут есть свои тонкости. Во-первых, просто так на бегу нажать Z и рассчитывать на то, что вы хорошо постреляете первой очередью, не получится. Если вы так сделаете, то оружие очень сильно дернет в сторону, так как вы видите на экране. Для того, чтобы этого не происходило, нам необходимо сначала присесть и только после этого нажимать бинт «Лечь». При должной сноровке это делается довольно-таки быстро. Просто запомните сначала C, потом Z. Это клавиши по умолчанию. И тут еще один важнейший нюанс. Этот трюк работает только в том случае, если у вашего персонажа была задана инерция передвижения. Что я имею в виду? Если вы просто стоите на месте, то неважно, как вы прожмете кнопки, в любом случае оружие дернется. Чтобы этого не происходило, вы должны быть в движении, неважно с шифтом или без, а после остановки у вас будет примерно секунда, пока эта инерция еще остается. Спектр ситуаций, где эта фишка будет полезна, очень широк. Дропшоты можно использовать как при нападении, то есть в пуше или при любом внезапном контакте с противником, так и для защиты в определенных безвыходных ситуациях. Например, когда противник поймал вас в опене, а у вас нет укрытия. Есть 4 основных возможных проблемы при выполнении дропшота. Первое – это слишком раннее нажатие кнопок во время пуша. Это когда мы не успели еще вывести модельку своего персонажа из-за угла и в результате легли слишком рано, так и не сделав выпад. Поэтому важно чувствовать расстояние и тайминги. Вторая возможная проблема – это блокировки команды Z, из-за того, что где-то рядом находится препятствие, из-за которого мы не можем лечь. Учтите, PUBG так работает, что принять положение лежа вам может помешать объект или стена не только спереди, но и сзади. А еще возможно и с боков, учитывая общую забагованность игры и ее текстур. Третья возможная проблема – это помехи при стрельбе. Самый яркий пример вы видите сейчас на экране. В таких случаях поможет опыт и знание карты и ее локаций, ну и немного удачи. Четвертая возможная проблема – это слишком широкий выпад из-за угла, где мы преодолеваем излишнюю дистанцию. Таким образом, мы сильнее подставляемся и теряем больше миллисекунд при выполнении. Но это скорее не проблема, а недоигровка, которая уменьшает шансы на успех, но все равно может сработать. И, конечно, учтите, что приняв положение лежа, мы не сможем долгое время начать снова двигаться, а это большой риск. Поэтому используйте эту фишку только тогда, когда посчитаете нужным идти ва-банк. Несмотря на все возможные проблемы, описанные выше, эта фишка является очень сильным инструментом, которым вы можете пополнить свой арсенал.
Большинству игроков крайне сложно совладать с отдачей в сочетании с резким скачком модельки нашего персонажа вниз. При том, что наша стрельба при правильном исполнении будет максимально комфортная. Если визуально сравнить, насколько меньше своих пикселей мы подставляем, то все становится сразу ясно. Пока наш враг перестроит свою мышечную память на донаводку вниз, помимо контроля отдачи, он уже наделает важнейшие первые промахи, в то время как мы сразу ведем точную стрельбу. Можно теоретически предположить, что такая фишка будет работать только против не самых сильных противников, у которых есть проблемы с контролем отдачи и аимом в целом. Но на самом деле это работает даже против про-игроков, потому как их навыки во многом зависят от привычек и скриптов в голове, созданных на основе множества отыгранных ситуаций. Не все готовы к дропшоту и мгновенной корректировке спрея ниже, чем обычно. На эти вещи мозг тратит миллисекунды, каждая из которых решает исход сражения. Чтобы избежать возможных фейлов во время применения этой фишки, настоятельно рекомендую зайти в полигон и приехать вот сюда, где вы можете поотрабатывать выпад на манекенов и прочувствовать поведение вашего персонажа. Если ощущаете трудности с восприятием габаритов своего персонажа относительно пространства, то попробуйте изменить настройку поля зрения от первого лица, он же FOV, конечно, если вы играете именно от первого лица. Ну а на этом ролик подходит к концу. Ребят, я очень старался для него, поэтому попрошу вас о максимальной поддержке лайком, комментарием, ну и конечно же подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. От вас напрямую зависит моя мотивация делать дальнейшие гайды. Спасибо вам за просмотр и скоро увидимся. Пока-пока. Так, ну я знаю, что ты в том коридоре, как мне с тобой разобраться? Вариант первый. Я выхожу из-за угла и делаю дроп-шот. И это полный рандом. Вариант второй, какая разница, если есть первый? Хорошо. Так, очередная мудрость, к которой мы приблизились. В PUBG не нужно думать. На много вариантов вперед.